Всем привет! Свяжем с вами сегодня пальто для зайца. Если хотите, чтобы он у вас был Дедом Морозом, не знаю, конечно, может быть уже поздно мне выкладывать такое видео, но я выложу, а там, если у вас есть желание, вяжите. Свяжем сегодня пальто и шапочку. Вязать зайцу шубку я буду крючком 4,5 и таким цветом пряжи. Я оставлю в описании название пряжи, крючок, чтобы вы знали. И пушистую пряжу, которую я использую тоже в данном пальто. Этот раз я свяжу в 2 сложения и беру крючок побольше. У меня просто нету пряжи потолще. Если у вас есть, то возьмите потолще, чтобы пальтишко казалось более теплым, более таким вот зимним. Итак, набираем цепочку из воздушных петель. Набирайте столько, сколько нужно для того, чтобы обхватить низ живота. Ну и более выпуклую часть, низ живота, где более выпуклая часть. Вот, обхватываем и где-то на 2 воздушные петли больше, то есть чуть-чуть захват такой был, на 2 воздушные петли. И теперь мы будем вязать столбики без полустолбики без накида. Но я набрала, у меня цепочка из 45 воздушных петель. Еще, так как у меня здесь 2 нити, естественно, у нас с вами может не совпадать количество цепочки. Теперь я набираю 1 воздушную петлю и в 3-ю провязываю полустолбик с накидом. Итак, по цепочке я вяжу полустолбики с накидом. Я не буду писать в описании, что я делаю. Я буду просто проговаривать, потому что у нас с вами может получаться разное количество всего. Просто буду объяснять, что делать дальше. Дальше воздушная петля подъема, поворот. И будем поворотными рядами дальше вязать. Вяжем столько рядов, сколько необходимо, до, вот так вот прикладывая, вот до ножки можете прикладывать, того места, где у нас начинает сужаться живот. Вот примерно где-то сюда, вот до сюда. Точно не обязательно смотреть, примерно найдите для себя место, где вы закончите без изменений вязать ряды. Итак, значит, я провязала 4 ряда. Дальше, следующий 5-й ряд, я делаю убавки. Так как у меня 44 получилось полустолбиков с накидом, я набрала 45 воздушных петель и в итоге провязала 44 полустолбика с накидом. И делаю 5 убавок. Исходя из того размера, что у меня получается, мне нужно было сделать 5 убавок. Убавки у меня получились так, что я вначале провязала 5 полустолбиков с накидом, убавка, и затем 6 полустолбиков у меня с накидом и убавка я 4 раза повторила, и в конце у меня остается 5 полустолбиков с накидом. Вот убавку мы делаем так, чтобы не сильно толстая был столбик, не сильно толстый. Значит, делаем убавку так. Вводим крючок, захватываем рабочую нить. В следующую мы просто вводим крючок и захватываем рабочую нить. Вначале у нас был накид, мы захватили рабочую нить в первый столбик. Во второй мы просто ввели крючок, захватили рабочую нить и все петелечки на крючке. И так он не сильно будет выделяться, этот столбик. Если мы сделаем, например, вот так, я сейчас покажу. Вот накид, захватили рабочую нить, потом опять накид, захватили рабочую нить, и когда все петельки вот эти, которые у нас образовались на крючке, нам надо будет провязать вместе, у нас получится толстый столбик, поэтому я советую делать именно так. Вот повторю еще раз, может я плохо объяснила, не знаю, может кто знает. Накид, ввели крючок, столбик, захватили рабочую нить. Ничего не провязываем. В следующую вводим крючок, захватываем рабочую нить
вытягиваем, а потом уже у нас 4 петли на крючке, мы их все провязываем вместе. Вот таким образом я сделала убавку. И оставшиеся, так, я ее не сделала, да, сейчас сделаем еще раз. И оставшиеся 5 столбиков я провязываю полустолбиками с накидом. Все пальто я вяжу полустолбиками с накидом. Дальше вяжем, прикладывая, не забывайте постоянно прикладывать игрушку и смотреть. Дальше вот нам надо довязать до, не прям сильно под низом, чтобы у вас упиралось, а немножечко оставьте про запас, ну, вернее, свободно оставьте. Вот, сколько вам надо довязать, вот, чтобы не прям сильно. И мы будем дальше делать, намечать рукава, где у нас будут находиться. Объясню тоже, как это сделать. Мне достаточно было провязать один ряд без изменений. Когда я сделала убавки, у меня осталось 39 столбиков. Вот, теперь смотрите, прикладывайте так, чтобы одна часть была больше. Значит, смотрите, исходя из того, что, ну, тоже смотреть надо, конечно, от пряжи, которая у вас есть. Смотрите, все зависит от пряжи пушистой, которая у вас есть. Она у меня тонкая. Вот, но когда я вывяжу полустолбики с накидом сбоку, вот тут вот буду вывязывать полосочку белую, она у меня будет сантиметр. И вот я примерно буду прикладывать так, чтобы у меня с одной стороны на сантиметр меньше было. То есть оставлю для вот этой вот обвязки. Поэтому я прикладываю так, чтобы у меня одна была часть меньше. То есть у меня уйдет в сторону немножечко нахлест. Наклад вот этот вот. Поэтому, когда вы так вот приложили, определились со своей пряжей, какая она у вас, да, и начинаем, значит, смотреть. Вот у нас рука заканчивается. Параллельно находим и отмечаем петлю одну. Также смотрим здесь. Не прям впритык, а немножечко где-то на 2-3 миллиметра в стороночку. Находим столбик и отмечаем его. Также и с этой стороны. Нашли, отметили. Плотненько. Главное, чтобы у вас одежда, вот тут вот верхняя часть, лежала плотно. Так положите, чтобы потом не съехала никуда в сторону. Ваше именно вот этот вот соединение не съехало. Итак, наметили маркеры. И посчитайте внимательно, чтобы у вас между маркерами было одинаковое количество столбиков. Будем довязывать до маркеров. Дальше. Значит, отметили все. Теперь вяжем до маркера. Ну и тот столбик, в котором маркер, тоже провязываем. Так, воздушная петля подъема, поворот. Полустолбики с накидом. 1, 2, 3, 4. И в этот столбик, где я маркер наметила, беру его 5. То есть получается у меня 5 столбиков до маркера. Это та часть, которая покороче. Дальше вот сколько у нас пропущенных будет столбиков, столько воздушных петель набираем. У меня тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, я набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И начиная с того столбика, где у меня маркер, я вяжу полустолбики. До следующего маркера. До следующего маркера у меня 10 полустолбиков. Дальше опять я набираю 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И со следующего столбика, где маркер, довязываю до конца полустолбики с накидом. Так, у меня в конце 12 полустолбиков с накидом. Берем игрушку, примеряем и смотрите, сколько вам надо еще довязать
рядов, оставляя при этом тот размер, который займет пушистая пряжа. Вверху не довязывайте столько столбиков, сколько вам надо для вашей пряжи. Просто у каждого будет своя пряжа. Я думаю, что не получится всем вязать одинаково. Сложно будет одинаковую пряжу всем найти. Вот, поэтому ориентируйтесь просто по тому, как я вам объясняю. Мне надо будет по моей пряже, так как я ее взяла в 2 сложения, надо провязать 1 ряд. Я думаю, 1 ряд. Но сейчас я 1 ряд провяжу, посмотрю. И когда мы будем сейчас вязать этот ряд, у нас здесь может быть много. Такой широкий получится верх. Поэтому мы будем делать убавки. Сейчас ряд, который будет вязаться, он будет вязаться с убавками. Я сейчас проделаю убавки и скажу, как вам их сделать лучше. Итак, вот я примерила после того, как провязала ряд с убавками. И будет немножечко так свободно, но не сильно впритык будет. Пусть так и будет, чтобы более пышнее казалась одежда. Она такая, не сильно прилегала к телу. Значит, этот ряд, который я вязала с убавками, я проделала убавки, расположила так, чтобы у меня убавка пришлась и на перед, и на рукава. Вот. Сзади я не делала убавки. Вот именно к рукавам убавки отнеслись. И сюда. Значит, по моим цифрам у меня, значит, вначале я провязала 3 полустолбика с накидом и убавка 4 раза повторила, затем 5, это у меня вот тут вот провязалось, затем 5 полустолбиков с накидом, убавка и опять 3 полустолбика с накидом и убавка я повторила 2 раза, и в конце у меня осталось 2 полустолбика с накидом. Вот у меня именно с моими расчетами получаются так убавки. Можете вязать, исходя именно по моим расчетам. Если у вас крючок, как у меня, 4,5 и пряжа, подходящая под этот крючок, то у вас должно получаться именно количество такое, как у меня. Дальше я вязать больше не буду ряды. Дальше у меня пойдет обвязка белой пряжей. Поэтому я здесь отрываю нить, делаю соединительный столбик. 1. Не буду 2 раза делать, чтобы не сильно толстая была. Буду по ходу вязания прятать этот хвостик. Стягиваю здесь, чтобы она не распуталась. И все. Теперь будем вязать рукава. У нас получается, здесь на рукавах были убавки. Это они отнеслись кверху убавки. К низу у нас убавок нет. Поэтому вспоминаем, какое количество у вас было воздушных петель. Столько здесь вы и должны провязать. Начинаем снизу. Присоединяем ниточку. Значит, еще такой момент. Когда вы одеваете и смотрите, что у вас рукав хорошо лежит, не сильно свободно. Сейчас мы будем, когда вязать рукав, нам здесь по бокам надо будет добавить по одному столбику с одной и с другой стороны, чтобы рукав, когда вы будете одевать, он не плотно одевался, а свободно. Поэтому в данный момент у меня тут 6 и тут 6, 12. С одной стороны 13 добавлю и 14. У меня должно получиться начало ряда из 14 полустолбиков рукав. Начинаю я снизу. Присоединяюсь. Не делаю я петлю, чтобы не было узелка. Просто беру рабочую нить, протягиваю. Пропустила, так сделала столбик и стянула. Стянула и в эту же петлю, где я присоединила ниточку, провязываю первый полустолбик. Тут хорошенечко стягиваю и все. И по ходу вязания прячу ниточку. И вяжем, как я и объяснила, полустолбики с накидом. Итак, провязали мы первый ряд, сразу примеряем и смотрим. Если рукав небольшой, все идет нормально, не маленький, значит продолжаем без изменений вязать это количество уже до конца. То есть оставляйте то место, где вы будете провязывать белой пряжей. Вот где вы решите, что она у вас начнется, до туда и вяжите ряды. И вяжите без изменений дальше, чтобы рукав был свободный, не сильно плотный. Если вдруг он у вас плотный, то распустите и добавьте по одному столбику еще. То есть по бокам по 2 добавьте столбика. Если вдруг он у вас свободный, это плотный сильно.
Если получаются тут дырочки, то уменьшать надо, ну, убирать дырки. То есть, смотрите, к примеру, вот, когда мы вяжем сбоку, вот у меня, например, так тут получилось. Я покажу, значит, что можно, как можно исправить. Нам тут надо провязать один столбик, но один столбик и получается дырка большая. Значит, мы поближе берем, захватили рабочую нить, и там, где хотим расположить один столбик, вводим крючок и провязываем. Такой вот один столбик будет. То есть уменьшим мы расстояние между столбиками, чтобы не было дырки. Вот, довязали. Но здесь, наверное, тоже я также сделаю, потому что с этой стороны почему-то у меня... Значит, я захвачу рабочую нить здесь где-нибудь и там, где будет следующий столбик. То есть убавкой мы, как убавка получается у нас, мы, значит, уменьшили так расстояние. Теперь делаем соединительный столбик с первым столбиком, воздушная петля подъема и вяжем в эту же петлю, в этот же столбик, первый столбик. И продолжаем вязать столько рядов, сколько вы видите для себя достаточным для длины рукава. Вот, примеряйте, смотрите, сколько вам надо провязать. Я провязала 4 ряда и думаю, что мне этого достаточно. Дальше ряд пушистый уже прикроет еще больше. Вот. Также вяжем второй рукав и будем обрабатывать по кругу белой пряжей. Итак, закончила я вязать рукава. Теперь буду вязать обвязку белой пряжей. Значит, я буду вязать безотрывно. Значит, мне надо провязать низ. Начну я снизу. Вот эта часть, где больше, у меня здесь сбоку не будет. И поэтому я начну, чтобы с лицевой стороны у меня все получилось, лицевая вязка была, я начинаю по низу вязать, потом бок, вот где короткая, где должна быть пушистая часть, провязала, и по верху воротничок, и закончила здесь. То есть получится безотрывное вязание. Вот эта часть у меня остается не провязанной. И также я обвяжу рукава. Одним рядом я проделаю, потому что у меня пушистая пряжа, мне неудобно вязать, видеть второй ряд, поэтому я вяжу сразу полустолбиками. Так-то можно было бы провязать, может быть, и 2 ряда столбиками без накида, но я провяжу один ряд полустолбиками без накида. Когда довязали до края, в последний столбик провязывайте 3 столбика, чтобы получилось плавное закругление. Ну вот, пальтишко готово. Значит, при желании вы можете пуговичками зафиксировать, ну, либо кнопочками, ну, чтобы пуговички здесь не были заметны, можно какие-то кнопочки, либо на липучки, чтобы держалось вот так вот аккуратненько, если вам надо. Вот, такое вот пальтишко получается. Теперь свяжем с вами шапочку. И при желании, если хотите, можем связать потом. Напишите, если есть желание, то сделаем с вами платье для, вернее, шубку, наверное, да, будет называться шубка для девочки. Если хотите, чтобы у вас была Снегурочка, вот свяжите 2 зайчиков, будет одна Снегурочка, другой будет Дед Мороз. Я не стала вязать цельно, как обычно я вязала, да, вот в предыдущих своих новогодних игрушках, чтобы можно было использовать эту игрушку как саму по себе, без одежды, чтобы она не была постоянно в виде Деда Мороза. Вот. Так, теперь вяжем шапочку. Итак, для шапки набираем количество петель столько, чтобы обхват головы у вас хватило, начиная снизу, потому что шапочка у нас, конечно, желательно, чтобы она опускалась вниз, не просто сверху была. Ну, дальше смотрите, хотите, делайте только такой, который будет сидеть вот так наверху. А если хотите, чтобы она сзади ниже опускалась, то, соответственно, обхват делайте так, как шапка будет лежать. Вот у меня 40 воздушных петель. Теперь мы соединяем в кольцо наши воздушные петли, только старайтесь аккуратно, чтобы не перекрутилась цепочка.
делаем соединительный столбик. И начиная с этой петли, я буду воздушную петлю подъема одну и буду вязать полустолбики с накидом по кругу. Вот у меня их будет 40. Итак, провязали. В моем случае, так как у меня толстая нитка получается, я провязала один ряд. Если у вас не хватает немножечко, то вяжите 2 ряда. Так, соединительный столбик с первым столбиком. Берете игрушку и смотрите. Ну, вот это вот соединение у нас, естественно, будет сзади. Значит, и прикладывайте, исходите из того, что у вас еще будет пушистая пряжа белая, она тоже займет расстояние. Вот примерно для нее оставляете, ну, сколько она у вас собирает места, и смотрите. Я вот так вот сделаю, потому что достаточно будет еще пряжа ляжет сюда, чтобы глаза не закрывала. Вот у меня уже до уха дошло, получается. И теперь я буду делать прорези. Значит, смотрим. Неудобно, камера низко. Значит, опять же, как и делали для рукав мы. Смотрим, где у нас ухо, как вы пришили уши свои. И смотрите параллельно уху. Прикладываете. И тут маркерами намечаете. Также и здесь. Нашли первый столбик, наметили маркером. И отсчитайте столько же, сколько вы на первом уже отметили, чтобы у вас одинаковое было расстояние. Так, я провязала 15 столбиков, чтобы у меня как раз вот это вот соединение было сзади посередине головы. Для этого мне надо было провязать 15 полустолбика с накидом. Теперь у меня расстояние для уха в 4 столбика. Поэтому я набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 4 столбика предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. И провязываю 3 столбика. Полустолбика с накидом, начиная с этого. 1, 2, 3. Это у меня расстояние будет как раз таки вот здесь. В 3 столбика у меня тут получается. Дальше опять набираю 4 воздушные петли. Пропускаю. 1, 2, 3, 4. И с 5 довязываю до конца. Следующий ряд провязала без изменений 40 столбиков после того, как сделала эти прорези для ушей. Следующий ряд буду делать убавкой, потому что шапочку надо будет заужать. У меня тут 40 воздушных петель, поэтому я буду делать равномерно убавки. Я буду делать 5 убавок, то есть буду вязать 6 столбиков и убавка, повторю 5 раз. Если у вас какое-то другое количество петель, то смотрите, когда вы оденете, например, как вам будет понятнее, проще понять, сколько вам сделать убавок. Уже исходя из этого урока, я думаю, вы сами для себя сделаете свою шапочку и свою шубку по своим этим размерам игрушки. Значит, когда так одеваете шапочку, вы смотрите, насколько она торчит. Да? Берете вот так вот, складываете, ну не прям сильно, но немножечко. И смотрите, сколько у вас лишних петель. Если у вас 5 лишних петель, значит 5 убавок. Раскидайте их так, чтобы они примерно на одинаковом расстоянии были. Если больше у вас надо убавок сделать, значит больше делайте убавки. В общем, неважно, как вы их расположите, эти убавки. Главное, чтобы они не были друг за дружкой, просто раскидайте их в ряду. Итак, я буду делать 5 убавок. Итак, продолжайте делать убавки, пока у вас не останется такая вот маленькая дырочка. Я еще сделала воздушные петли, набрала и привязала. Для того, чтобы шапочка не спадала, буду завязывать. Вот, это можно делать, можно не делать. Теперь надо сюда нам прицепить помпончик, или как там его назвать. Я взяла вот эту вот пряжу. Она крошится, конечно. Но если у вас есть другая пряжа, такая пушистая, используйте ее. Берем и наматываем. Вы, наверное, знаете, как это делать. Да? Я вот так взяла на палец. 4 пальца обмотала так 15 раз.
разрезала по краям и вот так вот связала серединку. Получилась вот такая вот штучка. Теперь я ее вот сюда отправлю. Ну, если вы знаете какой-то другой вариант пришить сюда такой вот шарик, помпончик, то делайте. Я сделала вот именно так. Вот. Самый такой простой вариант. Немножечко сюда выпущу и иголочкой прошью. Вот у меня такая иголка специально для таких вот толстой пряжи. Вот, значит, просто вот буду сквозь нее и в эти крайние петли, которые остались, пропускать, чтобы держалась. Вот такой вот простенький вариант. После того, как я прошила по кругу, так вот, сделала здесь, завязала. И теперь в серединочку, так вот, где-нибудь, ну, не прям в серединку, неважно где, с краюшку, как здесь, вывожу сюда, к этой всей кучке, эту ниточку, и отрежу такой же длины, как и все остальные. Ну, вот такой помпончик, так как пряжа такая, видите, она у меня не пушистая, а волоснистая, будет не очень аккуратно выглядеть, но, по крайней мере, вам показала, как можно сделать. Она будет сыпаться, эта пряжа. Вот и так. Значит, одеваем зайке шапочку. Тут завязываем, чтобы не снималось. Вот такой вот зайка, шубка для зайки у нас такая получилась. Если вдруг я непонятно где-то что-то рассказала, объяснила, напишите в комментариях, постараюсь вам написать более понятней. Вяжите с удовольствием, увидимся в следующих видео. Пока-пока.